На нашем канале мы часто говорим о важности постоянства в беге. 1 или 2 недели пропуска серьезно скажутся на вашей беговой форме. Но это не всегда зависит от нас. Совсем недавно я и сам вынужденно пропустил почти 2 недели тренировок во время подготовки к ультратриатлону Cyberman из-за сломанных ребер. Никто из нас не застрахован от бытовых травм или, например, простуд, как бы мы ни старались себя от этого уберечь. И после болезни или травмы важно правильно отнестись к процессу возвращения к тренировкам. Как же понять, когда нужно сделать в беге паузу и в какой момент можно к нему возвращаться? Физкульты, друзья! Красным флажком для бегуна всегда будет повышенная температура тела. Если вы видите на градуснике больше 37 градусов, это точно сигнал сделать перерыв в тренировках. Даже если вы чувствуете себя в целом нормально, повышение температуры свидетельствует о том, что организм борется с каким-то заболеванием, и физическая нагрузка сейчас только ослабит его. Бег – это хоть и положительный, но стресс для организма, и такой стресс будет мешать организму бороться, сопротивляться болезни, а также может ее усугубить. Проще говоря, вы можете еще сильнее заболеть, если вовремя не остановитесь, а болезнь будет длительнее и возможно осложнения. То же самое касается других симптомов различных инфекций. Насморк, кашель, воспаление слизистой горла – все это сигнал к тому, что организму надо дать справиться с заболеванием и восстановиться. Человек устроен так, что организм нас уведомляет сразу о каких-то неполадках. Как лампочки на приборной панели автомобиля говорят о недостатке масла, перегреве двигателя или ошибке электронных систем. Также и наше тело дает нам понять, где и что у нас неисправно. И как не стоит ехать дальше на машине с перегретым двигателем, так и не стоит бегать с явными признаками того, что в вашем организме что-то не так. Остановитесь, дайте вашему автомобилю остыть и разберитесь, в чем проблема. Иначе ремонт вам может обойтись слишком дорого. Пока не поздно, лучше обратиться к врачу, то есть в автосервис. И с травмами та же история. При возникновении острой боли в любой части тела разберитесь, с чем она связана. Не нужно строить из себя героя и бежать на тренировки через боль до потемнения в глазах. Лучше дать себе несколько дней дополнительного восстановления, чем выпасть из тренировок на несколько недель из-за серьезной травмы. Когда такое все-таки случится, не стоит делать из этого трагедию. Просто дайте возможность организму быстрее восстановиться. Если это простудное заболевание, пейте больше воды. Она ускорит обменные процессы в организме и в прямом смысле смоет болезнь. Если травма, то дайте себе больше времени отдыхать и прислушайтесь к своим ощущениям. В любом случае, больше спите, так как именно во сне наш организм в прямом смысле реконструируется. Отдых всех систем вашего тела – это лучший способ восстановления. Так что чем больше будет сна, тем лучше. И обратиться к врачу – это будет правильным. Он не только поможет вам быстрее прийти в норму, но и сможет точно сказать, когда можно будет вернуться к бегу. Борьба организма с заболеванием – это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную, гормональную системы. И перед тем, как вернуться к тренировкам, хочу вам дать пару рекомендаций. Во-первых, у вас не должно быть несколько дней повышенной температуры, и ваше состояние должно быть без симптомов слабости и недомогания. Во-вторых, забудьте на время о вашем тренировочном плане и о том, как вы тренировались до этого. Сразу после болезни мы не будем улучшать скорость или выносливость. Организм пережил сильный стресс, и надо помочь ему восстановиться. После вынужденного пропуска и в зависимости от тяжести причин, которые этому послужили, сделайте 2, а то и 4 недели воздержания от интенсивных тренировок и соревнований, пока организм к этому не готов. Первая тренировка после болезни должна быть очень легкая. 20 минут медленного бега, а еще лучше ходьбы. Я рекомендую начать просто с прогулок. А если вы считаете, что вы слишком серьезный спортсмен для перехода на ходьбу, то могу сказать, что когда я повредил себе ребра, я 2 недели занимался скандинавской ходьбой, и она очень помогла мне остаться в форме и быстрее вернуться к тренировочному процессу. В этом нет ничего страшного или стыдного, это часть процесса восстановления. После первой тренировки послушайте свой организм, почувствуйте, как он себя ведет после этой тренировки. Если все хорошо, то продолжайте. Второй день – отдых. На третий день 25 минут медленного бега или ходьбы. Четвертый день – отдых, и на пятый день 30 минут медленного бега или ходьбы. Затем в следующую неделю возвращайтесь к привычным для вас тренировочным дням на неделе.
Главное, не превышайте вторую зону интенсивности, которую вы можете рассчитать в нашем приложении Simple Run. И такие пробежки должны быть длиной не более 30-40 минут. К примеру, неделя может быть такой. Понедельник 10 минут зона 1, 10 минут зона 2 и 10 минут зона 1. Среда 30 минут в первой зоне. Пятница 30 минут во второй зоне. Воскресенье 40 минут первая зона. На третьей и четвертой неделе можно вернуться к обычным для вас тренировкам, но не превышайте вторую и третью зоны интенсивности. И только после четвертой недели действуйте по своему тренировочному плану и подключайте интенсивные тренировки. Сделать пару шагов назад – это нормально. Главное, помните, что вы делаете это ради того, чтобы не сдвинуться назад на целые километры и не усугубить свое состояние здоровья. Но тренировки – это не единственное, что помогает организму восстановиться и прийти в форму. Продолжайте пить больше воды в период восстановления. Питайтесь правильно, полезной едой. Овощи, фрукты, мясо и рыба. Важно беречь пищеварительную систему от стресса, исключая жареные блюда и фастфуд. Спать при возможности нужно больше, чем обычно, но не менее 8 часов. Больше отдыхайте и старайтесь не подвергаться сильным стрессам. Ну и самое важное, нужно не дать организму заболеть вновь. Иммунитет после болезни может быть долго ослаблен, поэтому будьте внимательны, избегайте сквозняков, простуженных людей, одевайтесь по погоде и многослойно для пробежек. Как именно нужно бегать в зимний период, я расскажу на нашей онлайн-встрече в этот четверг, 26 ноября. Ведь бег и физическая активность в этот период – это лучший способ укрепить наш иммунитет. По данным университета Сан-Пауло, 2,5 часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, например, снижают вероятность госпитализации при COVID-19 более чем на треть. Все потому, что активному организму проще справиться с заболеванием. Но как только причины для пропуска ваших пробежек закончились, возвращайтесь снова к активному образу жизни, но делайте это аккуратно и плавно. 26 ноября я расскажу на нашей онлайн-встрече в том числе и как не заболеть во время бега в холодное время года, а также поделюсь самыми интересными лайфхаками о беге зимой. Ссылка на регистрацию на нашу онлайн-встречу ниже в описании. Присоединяйтесь. Друзья, будьте здоровы, укрепляйте свой иммунитет и бежим дальше, даже зимой. Кстати, если вам интересны свежие статьи и новости из мира бега, то в нашем приложении Simple Run появилась новая функция, в которой мы публикуем все это. Скачивайте приложение Simple Run для Android и iPhone и будьте с нами.